Я на палубе парохода Некрасов. Чарующий мир плывет передо мной. Синие воды, белые пески, белые хаты на зеленых холмах. Птицы летят надо мною, волнуют меня. Меня всегда волнуют птицы в вечернем небе. Вот человек, кто он, не знаю, но есть в нем что-то близкое мне и родное. Мы оба с ним когда-то в раннем детстве бродили по нетронутым пляжам этой великой реки нашего народа. Оба пили ее мягкую воду. Очевидно, он счастлив от того, что плывет по родной реке. Я ведь тоже счастлив, что он плывет по ней. И эти девушки, и молодые матери с детьми, и речники красивые, и задумчивые колхозники. Это вы? Да. Благодарю вас. Я думал, это, наверное, вы. О чем вы думали сейчас? О жизни думаю. Как прекрасен мир и как прекрасна жизнь. И почему так редко люди чувствуют это? Эта река набивает вам думы, как плещется вода. Вы едете? Домой, в село, где я родился. А вы? Я тоже. Плыву, как во сне. Скажите мне, вот вы работаете здесь? Да. Мы готовим дно моря. То есть чистим его от деревьев. А я штукатурщица с Новой Каховки. Что вы говорите? Да. Вы, очевидно, писатель. Да. Вы не смотрите, что я маленькая. Я была уже бригадиром хлопковых полей. И вот ушла. А дома? Мать и 2 сестры. Отец? Убит на войне. Мы тоже. А что с вашей подругой? С Валей? Валя, почему у вас слезы? Она плачет, потому что ей тяжело. Она страдает. У вас ребенок? Ось. Мальчик? Да. А как зовут? Валерик. Он тоже был Валерик. Прелестное дитя. Правда. Какое слово найти для него самое... Не плачьте. Этот человек... Подлый трус и беглец. Он вернется к вам, Валя, обязательно. Ни за что. Я сама воспитаю Валерика, моего сына. Я не так воспитаю его. Ой, ну покачай его немного. Покачай. Я посплю. Какой мне сон приснился. Лечу, лечу. Где же ты летишь? Странная женщина. Стоит ей только уснуть, как сразу начинает летать.
Проснись. Писатель хочет с тобой поговорить. Лечу, лечу. Как далеко может видеть человек, как велик он при всей своей малости. Почти мгновение живет он на маленькой планете и все же обнимает Вселенную всю без начала и конца. Я бессмертный человек, и абсолютно неважно, сколько микронных единиц времени будет существовать мое персональное «я». Я бессмертный человек, и то, что я чувствую, что делаю, прекрасно. Не узнает чего-то, правда? Да. Еще бы. Плавни уже нет. Вот конка. Видите, вон бывший Великий Луг Запорожской. Здесь будет чистое тоневое дно. Корчуем 40 тысяч га. Да. Нет плавней. Конечно, ведь мы же над морем летим. Он перед нами Береслав и Каховка. Каховка легендарная. Тут Врангеля громили мы в 20-м году. А мой отец когда-то здесь батрачил. Давно, да, внимались от Никола до Покрова. И сходились, и расходились. Пешком? Пешком, брат, а как же? Идут батьки степями вдоль Днепра. Свитки, торбы, ноги босы. Идет батрачество. Кличуть кру-кру-кру, на чужині умру, доки море перелечу, крила які. Вы все думаете, мам, что я маленький. А я войну прошел. Был ранен дважды. Участвовал во взятии городов. Ну, ты ж самый меньший. Да, на старших-то нет. Все трое сгинули. Тут так уж судилось. А ты зачем покидаешь меня? Останься, Иваночка. Мама, не могу. Ты глянь, как хорошо. А красиво как, тихо. Мне нужен гром и грохот, мама. Движение мне нужно. Какие вербы, креницы-то зацветут черешни. Нет. Некрасиво. Я принадлежу другой красе. Болоту, хоть бы еще имел специальность. Самосвалы гоняет день и ночь. Я строитель. Еще 5 лет, и все станет ясным. Чего я буду спину гнуть в колхозе? Оставь, какую спину, вздох. Я видел мир. Я прошел пол-Европы. Мы тоже прошли. Скучно мне, понял, в колхозе не могу. Не вижу ничего, кроме работы. Нет того, к чему стремится душа моя и моей Дуньки. Ни света, ни театра, ни клуба. Усадьба разгорожена, тоска. А ты загороди усадьбу. Не хочу, хватит. Текаю, как рыба из дырявого невода. Как птица из раскрытой клетки лечу. Обожди, постой. А ты подумал о государстве? Оставьте. Если я дошел до потери любви к земледелию, пусть оно подумает обо мне. Если меня печаль сосет. Пока.
Остановись, гусак. Лети, гусач. Уж если вышло так, что разговор нас слышно так далеко, запомни. Нет у нас зла на тебя. Мы будем посылать тебе зерна трудов своих, потому что наше призвание творить хлеб для Отечества, как ты знаешь. Мы тоже брали столицы и освобождали народы, и видели великое и страшное, и много красоты видели, понял? Поэтому при любых обстоятельствах мы не перестанем говорить даже с таким ничтожным человеком, как ты. Осторожно! Земля мстит за измену. Доченька. Не надо, не просите, мам. Может, я себе пару найду. Арися, голубка моя. Любить хочется, мама. Пашу любили когда-то. Может, я тоже найду. Да, теперь уж никакая сила не удержит их в селе. Уж если их обучили Евгению Онегину и Татьяне, кончено. Теперь или образование прекращать надо, или село перестраивать. Почему? Гармония нарушилась, понимаешь? То есть? Скучно им стало в колхозе. Вот они и разлетаются. А рядом Каховка, строительство канала. Как выросли за 4 года. Плотина, город, дворец культуры, цветы на улицах. Небо и земля, ей-богу. Хорошо поработали. Люди здесь удивительные. Вон идет Греков, король гидромеханизации, великий человек, запомните. Михаил Петрович! С приездом! Привет передавал вам. Знаете кто? Генерал Федорченко. В самолете с ним летел. Ворочает сейчас атомными делами. Да что вы говорите? Я ведь воевал у него. А где он сейчас? Домой поехал к старику. Прощаться с хатой, говорит, потянуло. Папа, ну что тебе за охота идти пешком? Давно бы прибыли на машине. Дед написал, приди домой пешком. Тебе не может дед приказывать. Почему не может? Потому что ты генерал. Не мешай. Я хочу думать. Как много счастья знал я в жизни. Счастье борьбы, предельных напряжений воли, трудов. Счастье любви и грозных битв, побед моего народа в гигантской борьбе. И счастье моих побед. Ведь это я, босой пастушонок, гонял здесь чужие стада, познал здесь первые мозоли на руках. Как скучно. Вот уж никогда бы здесь не жил. Ничтожный генеральский сынок, сын батрака, не ответит тебе. Папка, скажи, что это там за холмы? Это могилы скифских царей. Ты учил о скифах? У нас скифов не проходили. Здесь прошло мое босоногое детство и моя негодующая юность. Здесь деды мои, запорожцы, стояли на страже народа 2,5 века. И сам я кровь свою пролил. И враг бежал, бежал мой враг передо мной.
Вина. Пройдет 12 беспримерных лет, прежде чем суждено мне будет возвратиться в дом своих отцов на Великой реке. Пройду я трудный путь побед. Мир изменится. Падет фашизм. Освобожденные народы подымутся к разумной новой жизни. Вперед, вперед, Федорченко. Здравствуйте. Скажите, как пройти? Где тут моя хата? Какая хата? Федорченко Максима. Постойте. Так вы? Игнат. Игнат. Мария. Да, это вы. Это ты, Игнат, боже мой. А я узнал. Я тоже узнала тебя сразу. Ты теперь великий человек. Ну, генералом стал. Не думали когда-то мы, правда, как ты. Не жалуюсь, тоже живем непогано. Муж, правда, сразу его как-то на войне убили, так что и недолго воевал, бедняжка. Дети? Дети тоже. 3 с войны не вернулись. 1 капитаном подводного челна, 1 в Каховку на строительство подался, а теперь и дочка туда рвется, школу кончает. Время, Мария. Прошумело. 30 лет. Промчалась, да. А я смотрю, не узнает меня босс. Да что я говорю, а вот же хата ваша, он груша высокая, бачишь? А это сынок? Да, меньший. Почему ты не поздороваешься? А почему я должен? Я с ней не знаком. Ничего, теперь мода такая. Когда ей было 16 лет, а ему 18, он был первым, кто держал ее за руку молча у перелаза в тихий вечер, кто пробудил в ней нежность и мечты о счастье. Но это было так давно, этого почти не было. Как зовут тебя? Сашко. А фамилия? Федорченко. Федорченко. А как зовут твоего батька? Скажи Апанас. Апанас. Апанас? Так ты Апанасов. А знаешь, кто я? Я твой дядька. И тоже Федорченко. Я тоже. Я тоже Федорченко. Куда ви поналізли во двор? Чи це не ти, Ігнат? Какая маленькая хата. Ведь она же была большая. Ну, обыкновенная, как у всех. И я здесь родился. Да, ты здесь родился. Тебя удивляет давность? Да это почти невероятно. Ну, как же. Вот груша за окном, а вот кольцо на сволоке. Тут висела твоя люлька, и маты на этой вот скамеечке укачивала тебя. Давно-давно. Та самая скамеечка. Ну вот. И маты спевала, помнишь?
А где батьку? Село строит на горе. Все с председателем воюет. Дом культуры строит. Тесный, окна не туда, а тот еще зим завел. Кто? Председатель. А кто председатель? Да Савка ж, Зарудный. Савка? Хороший председатель. Дуже. Работящий, душевный. Ну, политически уже, кажут, не подходит. Почему? Горилку начал пить. Сердце не выдерживает. Так его хотят снимать. Кандидата нема. Недавно заходил. Сердитый. Морда красно-красно. Уже ли, говорит, ваш генерал не приедет? Так уже хочет тебя повидать. О, идет. Савка? Игнат. Узнаешь меня? Нет. И я не узнаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты Зарудный? Да. Ну, брат ты мой. Здоров. Здоров. Когда-то мы рыбу ловили с тобой. Сенокос убирали, купались. Пасли коней. Да. Ну, как же ты? Да ничего. Жизнь как? Как тебе сказать? Живем в великое время, приходится платить за привилегию. Война будет. Не должна быть. Ты это так для успокоения или спрашивал Хрущева, еще кого? Спрашивал Хрущева и не раз спрашивал. Мы-то ведь все за мир. Да. Если бы желания могли побеждать уже тем, что они человечные. Давно мы не виделись с тобой. 100 лет. Как развела нас судьба. Да. Ты генералом стал, я дядьку. Ну, дядька на зиме тоже генерал. Главнокомандующий над бабами-то школярами. А молодежь вся у тебя до Аристархова на стройке. Все хотят учиться. Ну что же, прекрасно. Не вижу я добра. Все от земли бегут. До каких это пор? 30 хлопцев и девчат закончили 10-летку. И только одна пожелала в агрономы. Моя тоже подалась на Каховку, гидротехнический. А красавица, чтоб ты только видел. И разумна, и привитна Катерина. Сейчас увидишь моего отца. Село вон видишь? Волнуюсь. Чего? Ведь едем мы по дну морскому, как в сказке. Село исчезнет. Красота. Через 10 лет здесь будет рай. Останови, подвезем эту девушку. Валерик, ты бессердечный. Нехорошо, конечно. Но, Катя, когда я с тобой, я всегда эгоист. Мне никого не надо, мне так хорошо. Я обожаю тебя, Валерий. Сиди хорошо, сиди хорошо. Тише, я боюсь. Ты расстроился. Почему ты расстроился? Сава Андреевич, машина из Каховки. По-моему, Катя приехала. Иду. Ну, вечером поговорим об инженерах. Страдает. Жинку его Ганну фашисты повесили. Он же сам в армии был с хлопцами. Так я сама Катю доглядала, чтоб ты знал. Ну, потом же сыны на войне пропали. Дочка дома не хочет. Вот ему и печаль. Хату новую поставил. 4 комнаты. А для кого? Здравствуй, дочка. Здравствуй. Ну вот, твой дом. Смотри, нравится? Очень. Я всем в Каховке говорю. Такого мастера, как мой отец, нигде другого нет. Как хорошо. Люблю все новое. А что в Каховке? Скоро затоплять начнете? Скоро-то.
Но там уже город новый построен. Это такая красота, тату. Одна писательница сказала, признаю два города. Ленинград и Каховку. Все просто влюблены. И Днепр там синий-синий. Так, Днепр синий. А кавалер твой где? Какой кавалер? Все вижу и даже знаю. Ну, да. Затопленец этот. Он спешил. Он будет на обратном пути. Так, значит, ты серьезно. Да, тату. Очень. Слышишь? К нам идут. Да, войдите. Здравствуйте. Здравствуй. Что скажешь? К вам не приезжал один мужчина? Какой? Мне показалось... А кто мог к нам приехать? Прораб из Каховки. Он проехал через дамбу. А почему он должен к нам приехать? Он не приедет к нам. А кто прораб, фамилия? Отец ребенка этого. На дамбе был, теперь в Каховке. Не понимаю. Он очень быстро стал расти. А я вот и оно отстали. Он очень умный. Однажды показалось мне, что он мог к вам заехать. У тебя вид усталый, сядь. Это не усталость, это гнев меня сжигает. Есть во мне что-то печальное. Правда? Как будто нет социализма. Я живу в каких-то старых книгах или песнях. Только нет, ошибается он. Да, да-да. Еду. Минуту. Катерина. Иду. Серцю радісний цей час. Подай Я доску, твоя, держи. о мій коханий, смерть одна розлучить нас. І навік, моя кохана, смерть одна розлучить нас. Україна, рідний краю, Україна, рідний краю. Щасливі там люди, блажена сторона. Ла-лай-ла-ла-ла-ла-лайла, ла-лай-ла-ла-ла-ла-лайла. А в степи глухой умирал ямщик. Если Волга разольется, Волга матушка река, а сердечко зальется, заливает берега. Ну, сегодня ждать, когда Игнат приедет. Он не ездит, а летает. А почему? Потому что он генерал. Я тоже буду генералом. Глупости, зачем? А дядька брал Берлин. Ну и что? Все мы ее брали. И я брал. А почему вы не генерал, а сержант? Потому что батьку часто ранили. Максим Тарасович, здоров. Сын ваш приехал. Нечистый их возьми, с их планами. И что это за село? Кто распорядился строить хаты в ряд по шнурку? Хаты смирно! Равнение на бюрократа. А ну перестаньте. Это главсельстрой спустил план. А мне плевать. Дайте мне другой главсельстрой. Я не желаю строить села по шнурку. Почему? Потому что я мастер. Понял? И мне почти 100 лет. Что это за планировка? Ну, это же обыкновенное село. Нет, необыкновенное.
это новое село. Но чего в нем не хватает, я понять не могу. Чувствую, что делаю не то. То есть как не то? Вида нет. Нового качества. Понял? Что делать? Не могу же я привезти сюда Академию архитектуры. А ты привези. Пусть бы устроила заседание вот здесь, на стропилах, и глянула хоть раз на степи, есть фантазия или нет фантазии. А есть разнарядка. Академики. И можно в столицах золотить купола и кресты. А церковь, которую строил мой дед, лучший мастер Запорожья, взяли и уничтожили. Ах, как я жалею, что Бога нет. Появись он хоть на минуту, ох, и покарал бы десницею безбатченников, что погубили труд моего предка. Ни гордости, ни уважения. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Стояла бы на берегу. Прошло еще бы 300 лет. Мы все бы поумирали к чертям собачьим, а люди новые любовались бы нашей стариной. И стариною наших предков над морем. Здорово, батько! Тату, здравствуйте! Здравия желаю, ваше превосходительство. Во фронт стать, по правилам устава. Что-то давно мы с тобой не виделись. Давно, батька. Как я рад, что вы еще сердитый. Сержусь помалу, слава богу. А ты что же форму не надел? Показался бы народу. Или в село, так и уж без формы. Тоже. А то еще приезжает, да в одних трусах по улице ходит. Фу, стыд и срам. Ну, добре, что приехал. Уже, я думал, не увижу. Мать плакала до самой смерти. Твой мальчик? Да, это Алик. Как? Алик. Ти, иди сюда. Иди, не бойся, дурачок, стесняется. Подай деду воды. Подай воды, стоишь, дурноголовец. Какой? Где она? Игнат, подай мне воды. Спасибо. Учится ж хоть? Ты почему плохо учишься? Потому. Почему? Не всем же хорошо учиться, надо кому-то и плохо. Хорош. Математика не получается. Получается. А ты решай задачи. Они не решаются. А кем же ты будешь, когда вырастешь? Буду прокурором или судьей. Кто тебе сказал? Мамка. А почему ты будешь судьей? На каком основании? Там не надо математики. А что там надо? Преступники. Какие преступники? Разные, которых я буду судить. Так, судить собираешься. А на каком основании ты хочешь судить людей? На том, что у тебя нет способностей? Там способности не нужны. Там есть статьи, и надо чувствовать, кому какую. Так, судья. А в плотники ко мне не хочешь? Нет. Почему? Папка генерал, смешно быть плотником. А если папка прикажет? Не хочу. Почему? Здесь скучно, и работа эта физическая. Поэтому ты хочешь людей судить? Да. Ну, подай мне палку. Привет. С новосельем! Можно к вам? Милости просим. Заходите через кабинет прямо в столовую.
Недурно расположились. Здравствуйте. Доброго здоровечка, садитесь. Красота какая, окнами прямо на море. Красиво. На Каховку поедешь. Все самосвалы из 2 областей гоним. Перегораживать Днепр? Да. А хата? Достроим. А старую завтра же начинай ломать. Даю 2 дня и марш. До свидания. Стой. Хоть чарку выпей в новой хате. Ну, за что же? Еге ж, за стару хату, за нову чи за дорогу? За то, чтоб здесь было хорошо. Всегда, чтоб чисто, то есть и свободно. Дай Боже. Ну. Вон, еще едут! А людей наехало. Признаюсь, сам всех вызвал. Из разных городов страны приехало так много людей, как не съезжалось никогда. Многие отсутствовали почти 1/3 столетия и чуть ли не впервые видят друг друга. Все взволнованы, удивляются друг другу, изменчивости видимого мира и неумолимой быстротекучести времени. Вот архитектор Безверхий, брат художника Безверхова. Вот вернувшийся из антарктического рейса китобой Цимбал. Вот пилоты реактивных самолетов. Вот вахтер, ревнитель пропусков и запрещений. Вот заместительница министра, женщина очень умная, иначе бы на такой пост ее не назначили. От длительного напряжения умственных сил и широты охвата у нее появилась близорукость, вследствие чего подруг своего детства она почти не узнает. Но ее подруги, женщины тоже очень умные, хотя и не занимающие в колхозе высоких постов, узнали ее и обиделись. Подумаешь, цацы, еще отворачивается. Да, думает, что уже зимы поучилась. А училась, как помнишь? Хуже нас училась. Воображение. Дядько, загудите! Дядько! Идите к черту. Не дразите меня. Ну загудите, дядько! Зим, я тебя зим! Куди ти кидаєш? Подай, тебе об землю кинуло. Байстрюк ти поганий, уже палки кидає. Ну, хоть достатка и чертма, так зато люди, ай-яй-яй, як мак процветают. Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте я посмотрю на вас, да полюбуюсь. А то все прощаемся, провожаем, то плачем. Ніхто ж не вертається. Как вспомню жизнь, одні прощання. Чи вже нема нам радості дома, чи вже земля постила. Брешете. Та все полковники та генерали, та інтелігентні один в один. Уж брикун Харько, на що дурний? І то, не бачили брикуна? Смотрите, брикун объявился. Что вы говорите? Где? Он идет. А говорили, арестован. Брикун? Харько? Ох, и важная фигура. Скажите, гости дорогие, 10 лет я день и ночь прошу, скажи мне солнце ясное, и вы скажите зори золотые, стоит ли до сих пор мой меньший сын Иван на площади в Берлине? Да, стоит. С мечом в одной руке и с дитяткой в другой около сердца. Скажите вы. Стоит мама с мечом. Глядите, чтоб стоял, не упускал дитя и меч. Вот он. 7 сыновей пали на войне. Помутился разум матери. И когда однажды невестка-вдова показала ей журнал с изображением памятника павшим воинам, она была потрясена сходством статуи с Иваном. Вот он. Вот он. Здравствуйте! Очень рад увидеть вас хоть раз всех вместе дома. Здравствуйте! Очень приятно видеть, что так много разумных людей дал державе наш колхоз. Здравствуйте! О, добро пожаловать! О, кого я вижу! Рева! Я сам Андрей. С Ледовитого океана. Так точно.
Смотрю вокруг, и все как будто снится мне. Здравствуйте. 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 Очень рад. Добро пожаловать. Вы посмотрите на эту картину. 190 учителей и агрономов, врачей, инженеров, 6 полковников, только живых. Полковник Сокоренко, Бондаренко, Дорошенко, я, Белоконь, я, полковник Чуб, я, капитан Ледовитого океана Рева, ба, генерал сколько Порохня, лет, сколько зим, генерал армии Федорченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, кому-нибудь после столицы не дуже весело видеть нас. Мы ничем не знамениты, кроме разве засухи и пылюги. Нет среди нас ни депутатов, ни знаменитостей колхозных полей. Не получилось как-то у нас ни геройства, ни депутатства. Людей не хватает. Одни выросли и, расправив крылья, разлетелись по высоким державным постам. Другие без крыльев разлезлись куда надо и не надо. Далеко в матери, то куды. Где побольше асфальту, электричества, да полегче обложением. И уже учат оттуда нас сеять. Савва Андреевич. Да не мешай. Пусть моя речь не совсем будет правильно в чем-то, не важно. Важно главное. А главное будет, товарищи, море. Будет море, и наше село навеки уйдет под воду. Вот тут, где жили наши предки, мы с вами росли, любили, плакали и веселились, будет морское дно. Где матери наши еще девчатами слагали песни, будет дно морское. Художники, конечно, могли бы для музеев написать сегодня хотя бы 100 картин села старого. Так нет художников. Художников нет. Чтоб видели когда-то в коммунизме люди на картинах морское наше дно. Что образовалось оно не в какую-либо силурийскую эру. Что это наше рабоче-крестьянское, человеческое море. И я подумал, раз уж у них не хватило соображения, или что-то другое сковало их убогие души, давай вызову живых. Вот тогда я попросил написать вам письма. Спасибо, Андрей! Позвольте. А для чего я, например, вызван? Да. Профиль работы моей. Я не художник. Я специалист по холодильникам. Да. Но не только орлы и соколы слетелись к нам. Прилетели и мелкие птицы. Разные замы-помы, вриды, заготы, загот уточка, загот курочка, загот яблочко, загот бубличек, рай гусак, рай карась, пром цибуля, обл сметана. Прибыли и такие. Сатана бы их душу побрал, что, бросив землю, четверть столетия коптели где-то в канцеляриях или бегали, как приблудные псы за чужими возами. Повторяю, я очень счастлив. И если, согласно инструкции, данное село уйдет на дно моря, оно уйдет, независимо от приезда всех здесь присутствующих или не приезда. Это во-первых. Во-вторых, зачем меня вызвали персонально? Последний раз взглянуть на свою хату. То есть, у кого есть тут, попрощайтесь. У кого холодильник, уходите, чтобы мои очи вас не видели. Ну вот, здесь прошла жизнь 5 наших поколений. Вот дерево, которое ты любил. Я уж вырубил тут черешни, абрикосы, но грушу оставил до твоего приезда.
рубай сам. Будут рубать уже. Красавица. Что трудно возвращаться в прошлое. Всю жизнь ведь шел. Да. Да. Вперед. Вперед, Федорченко. Слушайте, а может быть, черт его знает, я иногда думаю, заменить бы это дело мирной атомной энергией. Как вы, Игнат Максимович, черт уже атомная? Да, но только наше море проблема не энергетики в обычном смысле, а прежде всего обводнение, то есть жизни и процветания нашего юга. И я говорю, что, может быть, груша пусть останется нерубана, ибо все ж таки мы генералы и достойны снисхождения. А море, если без него дальше непозволительно, пускай себе идет на Скарбну, на Чертомлы. Что-то не так сказала. Что наши игрушки и хаты, когда время пришло решать здесь жизнь страны на тысячи лет? Как вы, ребята? Море или комариные плавни? Море! Не могу я петь и танцевать, не угнетайте меня. Сам ты себя угнетаешь. Оставьте, не хочу слушать. Не будет тебе радости, пока ты будешь делать одно, а думать другое. А что я должен думать? Я вырубил сегодня сад возле крыницы, из которой мы когда-то пили воду. Мой батько и дед воспоминания заполнили душу, понял? Ты стань выше. Стою. Думай о море, о новой Каховке. Видел? Им добре там. 20 тысяч, все молодые, плотину, город строят над Дніпром, а тут прокурений прахом прошлого. Мария! Но ты ведь тоже строишь море? Да строю, будь оно проклято. Брось. Когда-то мы так проклинали битвы, но войну выиграли. Тогда не спрашивай, дай позлиться молча. Море, море. Ведь это же величайшая историческая необходимость. Слышал 100 раз. Уже столетий, как степи ждут. Неужели? Благодарю за открытие. Пустыня идет на Европу. Колодцы высохли на сотни километров. Только море. Расстроен, я понял. Ты способен уважить мое страдание? На 2 дня. Не могу сейчас состоять из одних молекул энтузиазма. Пристаньте, идолы! Давай!
берег пройдет вон, как балка показывает. А здесь должен быть полуостров. Но надо подниматься на высшую отметку. Благословите, хозяин! Готовы к действию! Минуточку, стойте. Я отвернулся, позвольте. Давай. Таточка ж моя дорогая, а на кого ж я тебе покидаю? Ай, що ж я робитиму без тебе? Мы все равно сотрем твою хату бульдозером. Не пугайте, нас уже не такие пугали. Сам Андреевич! Сам Андреевич, он сумасшедший. Он не сумасшедший. Почему же он не разбирает хат? Разберет, не горячитесь. Отказался категорически. Он ненавидит приказаний. Приказов и инструкций много, а он не может быстро повиноваться. Почему? А черт его знает, лишен этого дара. Вот он и злится и делает вид, что поступает наоборот. Последний раз. Ты будешь очищать территорию? Не то что территорию. Сорочку снимут, только улыбнись мне по-человечески хоть раз. Чтоб я не вообще в глазах твоих почувствовал добро. Некогда нам здесь улыбаться. Улыбки захотел. Нам надо море строить. А вы улыбнитесь. Не смотрите на меня чертями. Скажите мне здравствуйте, как здоровье, как Жинка, Дидочки. Поздравьте меня с рождением моря. Не жди. Не та его душевная номенклатура. Да, нема интеллигентности. Что поделаешь? Трус прикинется раз в жизни храбрым, скупой щедрым, подлец добряком, несчастный счастливым. Одним не прикинешься, вот этим самым. Да, нема здесь, конечно. Не выжмешь, куда не назначишь. Кричат, как громко говорите. Ой, плохо как. Так, металл есть? Ага, есть, говорите, металл. Отгружайте немедленно. Перекрываем Днепр. Что? Помните, промедление смерти подобно. Поняли? Все. Мастодонты. Нет души. Сегодня я спросил одного писателя, что вы любите? Без чего вы не можете жить? За что вы готовы идти ежедневно, еженочно на подвиги, жертвы, страдания? Что не дает вам спать, отдыхать, наслаждаться? Вам лично, одному, единственному. Назовите, говорю мне, самую главную личную творческую страсть, без огня которой мир провалится в бездну. Или нет такой страсти? Есть! Да, есть плотина. 4 года усилий, и красавица раскрылась перед нами. И мы, конечно, счастливы. Это очень важно. Приступаем к перекрытию, прорана. И да будет свет, да будет море. Вы только вдумайтесь, какие слова произносим.
Проверьте зону затопления, берега, обвалования, дамбы, всю чашу моря, строительство, переселение. Проверено. Нет ли недовольных, обиженных, забытых? Нет. Все должно быть разумно, ясно, чисто. Почему? Как не хочет? Нет таких людей, чтоб не хотели лучшего. Стоит на хате, хоть режь. Позорная картина. Но ты объяснил ему, что мы его утопим? Да, не верит. Значит, плохо объяснил. Не умеете говорить с народом. Приготовьте машину в зеленый кут. Надо разумно говорить, душевно. Ты, очевидно, кричишь там, как дурак, пугаешь. Не один. Здесь секретарь райкома. Вдвоем рисовали ему светлую картину будущего целых 4 часа. Будь здоров, Григорий! Счастливо оставаться! Прощайте! До свидания! Довольно мне хвастаться будущим. Я ежедневно принадлежу ему больше, чем настоящим. Каким образом? Да хотя бы таким, кто не меньше вас работает. Узнаю, что такие слова. Бывайте здоровы! Да вас же утопит здесь Аристархов. Не пугать. У Аристархова свое соображение, а у меня свое. До свидания, Григорий. Счастливо! У меня море пойдет низом, вокруг, а здесь образуется индивидуальный остров. Не будет острова. Где мы стоим, будет 3 метра воды, а в бурю пойдут волны. Это же море. Нічого, вже хоч і потопимося, аби дома. Да, даем расписку. В смерти нашей от потопа не винить никого. Это глупо. Это ж будет комедийная смерть. А тем лучше. Умру хоть весело. Григорий Львович, Домна Карповна. Здравствуйте. Здравствуй. Трудитесь? Да у черта. Лаємось. Хто будете? Аристархов. Ой. Очень приятно. Топить приехали. Поздравить с новым морем, с новым счастьем. Молчу. Жалко? А как? Стоим, как аисты на крыше, примиряемся к новому берегу. Люди вы сердечные, вот и жалко. Спасибо. Правда, у меня лично жалости к вам нет. Наоборот. Ну, на то приставлены. Что хата? На следующей стройке мы затопляем 45 тысяч домов. Город снесем, Новогеоргиевск. Ой. А сколько стоит город? 940 миллионов. Разорение. Зато выигрываем в энергии на 2 миллиарда. Вот и выходит, кому жаль, а кому страх. Скажу вам по секрету. Я, признаться вам, тоже ночи не сплю. С каждым днем приближается. Море? Да. Как оно поведет себя? Не уйдут ли воды в пористые песчаники? Каков будет паводок весной? Удержим ли напор миллиардов кубометров воды? Плотину строим на третичных песках, и на нее ведь смотрит мир. Все это очень сложно, Григорий Львович. Сочувствую. Ну, даст Бог, обойдется. Но берегитесь. Чего? Гады лезут в гору. Какие? Разные. Вербовые дупла, ужи, гадюки. Вода будет высокая. Тамаха! А! Слезай! Зови бульдозер. Не слезу.
Извините, еще денек полаемся. Вы примиряетесь к картине нашей жизни. И мы, признайтесь, не вполне устраиваем вас. Наоборот. Вот так. Непрезентабельно, не картинны. Нет изящества в одежде. Жилища грош цена. Заботы степь. Ни гор, ни пропасти, ни грома орудий. Вам же хочется людские сердца потрясать. А чем? Утихли кровавые войны, голод забыт. Могилы заросли в степях. Не сочинять же того, чего нет. Нет, конечно. Эге, а дождя нет второй год. А почему за трудодень так мало платишь? Мало, да. Ужасно. А почему народ разбродится по городам? Работой замучил. Немного есть, не скрою. Немного, очень много, все сразу хочешь. Виноват. И буду дальше мучить. Года 3-4 черт нас не возьмет. Спасибо, договорились. А почему? А сам горілку пьет кварту в день. Норма, все во мне такое. Сыновей, помните, тоже крупные были. Такое во мне все. Заботы, надежды, планы. И печаль такая. Почему? Почему? Да перестаньте, женщины. К чему весь этот шум? Всем же ясно, даже детям. Земля огромна. Работы моря не хватает рук. И нету дождя. И воды подземные уходят. И тень водородной бомбы над миром. Это наша жизнь. Нужно, чтобы не уходили воды. И солнце, чтобы не враждовало с землей. И люди с людьми. На эту призваны. Ужель не ясно? Несправедливости много. Почему, когда все ясно, почему так долго трудно и не хватает всего? Не знаю. Если бы я знал, я бы был министром. А я обыкновенный председатель колхоза. И когда мне становится трудно, я вспоминаю Ленина. 3 раза видел на трибуне. В Смольном на часах стоял. Не помню слов уже. Народу тысячи, но образ как живой. О чем задумались мои братья и сестры, стоящие у самых основ нашей жизни? Что видится им впереди? Никогда я, кажется, так не желал, чтобы мой мир предстал перед глазами народов в величии подвига жизни, чтобы малые поднялись над большими или мнящими себя таковыми в химерном своем превосходстве, и чтобы все тогда, что было в нашей необыкновенной жизни, победы, трудности, многолетние лишения, титанические взлеты, самоограничения, вольные и невольные, и следы холода, и зноя, и крови, пролитой в гигантской войне, все, даже неправильности и ошибки с их тягчайшими подчас последствиями, которые всегда сопутствовали судьбам великих первоначинателей, даже и те, что предстали на экране в небудничном свете, как знаки победы. Игнат дома? Здорово. Здорово, Игнат. С приездом. Здоров. Здоров, Корж. О, Блажевич. Здравия желаю. Яценко. Он самый. Ой-ой-ой, да не беда. Так точно. 100 лет. Узнаете. Ну как же, телят же пасли вместе. Да и Будапешт брали тоже. Вы были в моей армии. Все как один. Я даже ранен был сюда, и вот... Я тоже. Нога индустриальная. Ох ты мой. Ну, как живете? Как вы, спасибо. Нет, вы как? Мы? С какой стороны? Вообще, конечно, плохо, но не робеем. Есть перспектива, море. Да, надежда есть. Хотя частично кое-кто начал подать в пессимизм. Чего? Зарудный Савка жмет. Игнат, скажи нам правду, как знаменитый генерал и вообще. Ну. Скажи по совести. Ну, почему? Что? Не могу. Я, конечно, перебрал 50 грамм, извиняюсь, поэтому один вопрос задам. Почему? Что почему? Молчок. Понял. Подожди потом.
В общем, Игнат Максимович, мы так решили, обсудим международное и внутреннее положение. Человечество стало умнее. Уже нет врагов наших лозунгов, с которыми можно против нас вести народы в бой. Лозунга нет, но есть военная машина у врагов. И есть мечта привести ее в действие. Это хуже. Но мы сержанты запаса для мира. Для войны мы всю жизнь на действительной службе. Поэтому... Только это тайна, Игнат. Между нами пока. Можно? Да. Иди к нам, председатель колхоза. На страх врагам тут мы с тобою над Новым морем такое сотворим. Землю перевернем. Ну, позвольте, очень благодарен. Но вы же знаете мой ранг. Вполне подходящий. Не отвечай нам сразу. Даем тебе сроку 3 дня. Подумай. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Сегодня на стройке меня спрашивает этот писатель, что бы вы хотели видеть в новой картине? Каких людей, великих или малых? И хотели бы видеть любовь. Я ему сказала, конечно, любовь. А люди, чтоб разные. Но больше малых. Вот как мы с тобой, как я и ты. А он мне, вы, может быть, сегодня самые большие люди. Государство наше говорит, потому и велико, что в нем велики обыкновенные люди. Выше нет торжественно и чудно. Спит земля в сиянии голубом. Какие слова! Очень хорошие. Потом он спрашивал меня о личной жизни. Ты что-нибудь ему сказала обо мне? Угу. А что ты ему сказала? Ну, ты сам должен понимать. Вообще сказала, что хотели бы видеть чувства глубокие, чтобы говорили нежные слова, и целовали, и плакали, чтобы проклинали. Кого? Зачем? Фантазия. Ты почему плачешь? Я радуюсь, что у меня такие мысли. Хорошо, как смотри. Как прекрасно. Это ты такая. Какая? Ну, прекрасная. Ты любишь меня? Да. Скажи, люблю. Но я уже сказал. Я слышать хочу. Но я ответил тебе. Я слышать хочу слово, Иваночка. Может, мы действительно великие люди? Не думаю. Нельзя сказать, великий водитель самосвала, великая штукатурщица. Почему? Ну, потому что нас много. Это все равно, что сказать великий колхозник. Он говорит, есть разная мера людей. Ты любишь меня? Да. Скажи, люблю, громко. Ведь здесь только мы да звезды. Я так люблю тебя, Иваночка. И я. На этой могиле смутно даже днем, а ночью всегда страшно. Тебе не страшно? Нет. Здесь царь похоронен 2000 лет. Воображаешь, какой? Кто? Царь. Какой? Да никакой. Как никакой? Весь в золоте, и конь, говорят, закопан золотой. Во всех могилах его ищут. Вот закрой глаза. Зачем? Закрой. А ты и я. Ой, ты видел? Что? Ничего не видел. А что я должен был видеть? Ну, закрой глаза. Михайлик!
Уже ночи их нет. Хороший мальчик. Ой, хороший. А талантливый. Вот то, как поставлю борщу в миску, так съедает в 1 минуту. И батька тоже такой справный, да быстрый, все делает на ходу. Чего ты там плачешь, гуляка? Алик бьется. Ты зачем побил Михайлика? Я не бил, я только раз его нокаутировал. Зачем? А пусть не врет, потом еще ругается. Я не врал. А про царя-то что говорил? Не врал. Про какого царя? Он говорил, что он его видел. Кого? Царя. Стыда у тебя нет. Ведь он же меньшенький. Выбил царя из головы. Видать, один пойдет по служебной линии, а из другого уже, может, писатель выйдет. Или артист. Не знаю, как мне теперь жить. Без драматизма. Сыт по горло. Слова какие. Думала ли я, что буду так несчастлива с тобой? Ну, мало что, может быть счастлива с другим. С кем? Не мучь меня. Счастье, счастье. В конце концов, в наше великое время есть вещи, так сказать, поважнее личного счастья. Какие? Укажи мне. Обязанность, труд, долг перед Родиной социалистической. Ты мне это говоришь. Ты раньше говорил. Говорила и говорю, избавь меня от психологизма. Зачем ты обманывал меня? Зачем лгал каждый день? Это не обман, это жизнь. Все имеет, так сказать, свое начало и конец. Я зачала дитя. Не знаю, это напрасно. Валерий. Я не могу тебя любить одну. Другие могут, я не могу. Я естественный человек и не желаю больше притворяться. Нет. Было вот и нет. Я всех вас люблю, и все вы... Тебя ты любишь больше никого. Ты клялся мне полгода. Да, я клялся, что не знаю ни этой женщины, ни ребенка. А разве клятва не дороже какого-то вульгарного, так сказать, ошибочного факта? Это ужасно. Слушай, это ужасно. Что ты хочешь? Не мучь меня, скажи, что ты хочешь? Поклянись мне. Клянусь. В чем? Не надо. Нравится больше всех. Что в ней? Любовь и красота. Но больше ведь почти что ничего. Женюсь я на Светлане, только на Светлане. Почему? Потому что отец ее бог гидромеханизации, а это все. Как это получается, понять я не могу. Будь я трижды проклят, убить меня мало сукиного сына. Ну почему я такой? Почему? Хотя нет, подождите. Почему? Главное-то ведь не в этом. Главное ведь в том, что коммунизм строится. Плотина растет, море приближается. И все это прекрасно, все это великолепно. И я расту, я действую в этом великом потоке. Да, частично, конечно, я аморален. Но что моя моральность? Ничто. Капля в море. Надо шире смотреть. Шире и выше.
Прощай навеки, дівчинко моя. Не услышу я уже ни песен твоих, ни смех. И не порадуйся, стары, на детей твоих ненарожденных. Будет новое море и новые волны. Возрадуются степи, и разумные люди в добре и богатстве. Только не уберег тебя твой одинокий батько. Некогда было, все некогда. А кто-то презрел твою красоту и чистоту твою. И ты обиделась на нас и расплатилась. Ой, щедро платим, доченька, щедро. Кто он? Проснись. Скажи мне, кто? Оставь, Голик. Довольно. Придется влепить строгача. Да, строгач обеспечь. Товарищ. Строгач с предупреждением. Все. Много, товарищ. Может быть, строгач, но без. Не травмируйте меня. Кончено. И благодари, что все так обошлось. А то, что видел здесь народ, условность, этакая фантазия автора, одержимого страстью морализования. И что несчастный отец Катерины не плакал над гробом, и ты не произносил свою лживую Каинову речь. Но ведь это же все могло быть, Голик. Черт его знает, вроде работник хороший. Вот чего обидно. Да, работник я, не буду прибедняться. Поэтому призываю подойти к вопросу, прежде всего, с учетом интересов государства и производства в целом как такового. Потом я не вижу здесь элементарного юридического подхода. Одни фантазии, разговоры. Может быть, кто-нибудь хочет сыграть на этом. А я не могу так работать. Привет. Я спешу, у меня летучка. Привет, Катя. Привет. Ну вот, прежде всего, как самочувствие? Прекрасная. Вид у тебя роскошный, как всегда. Работаешь? Да. А не хотел бы перейти на другой участок? Нет. Зачем? Ну, спокойнее будет. Ты подумай. Я спокойна всегда. Да? Ну, а учиться тебе не тяжело сейчас? Наоборот. Как никогда интересно. Сегодня Греков читает. Вот послушать кого. Российская Федерация богата могучими реками. На Украине Днепр один. Но и Днепр в течение ближайших 20 лет, подобно Волге, закончит эру своего, так сказать, анархического бытия и превратится в ряд водных бьефов, разделенных плотинами с мощными гидростанциями. И так же, как сам Днепр единичен, единичными будут и 14 его великих гидростанций, из которых 7 на территории Украины. Других, подобных им гидротехнических сооружений, на Днепре не будет. Поэтому, даже предвидя в технике грядущего разумное применение атомной энергии, мы на долгие времена в планировании своих урожаев будем рассчитывать на организованные водные ресурсы. Наши потомки также. Какой бы высоты культуры не достигли они в грядущих веках, гидротехнические сооружения эпохи начала великих работ останутся в их сознании как доблестные знаки нашего героического времени. Ненавижу я этого Грекова. Однажды он назвал меня паденщиком при всех. Не коммунизм, говорит, с вами строить, а бюрократизм. Ну ничего, я еще покажу себя. Я женюсь на его дочери и взлечу. Почему? Потому что он бог гидромеханизации. Наши враги говорят, человечество погибнет от пустыни. То есть рано или поздно ей суждено покрыть мертвым саваном весь земной шар. Таково ее роковое предопределение. И главный фактор в образовании пустыни – человек. Вот что говорят сегодня могильщики человечества. Слова профессора куда-то исчезают. Меня унизил равнодушный человек. Говорят, он умный, работящий. Он не виноват в своей душевной слепоте. Виной всему вдовы, потерявшие мужей на Великой войне. Это они истощили его сердце. Нет, не верю, что он не виновен.
Мы призваны историей для других дел. Мы призваны защитить народы от неверия в свои силы, указать им разумные пути бытия. Там, где солнце, вода и земля пребывают во вражде, в дисгармонии многие тысячи лет, создать моря, провести по равнинам новые реки, глубокие и чистые, как наша устремленность к миру и братству народов. Вот кто мы сегодня. Тоже такими экранами каналы делали? Да, очевидно, такими. Экскаваторы шагающие тоже? О. А мы с тобой полетим? Куда? На Марс. Чего? Там людям тоже не мед. Холодно, жрать нечего, с квартирами беда. Одно название, что марсиане. У нас лучше на Земле. Не знаю, сын, как кому. Работать везде надо. Лучше мы поедем на Енисей или в Кременчуг. Какая силища! Жалею я, что нет со мной жены. Мечтала видеть это торжество на Днепре, и вот на тебе. А что с ним? Рожать собирается. 4-го можете представить. Ну что ж, поздравляю. Благодарю. Мы дали с ней зарок. Рожаем, перекрываем Днепр и до свидания. На следующей стройке перехожу на кран. Подрастают мальцы, семейную бригаду составлю. Красивая работа. Физическая, но больше умственная. Мария, серденько, здорова? Здорово. Уже? Да. Целый день я думал о тебе. И я. Все хорошо? Да. А я думаю, дай заеду в родильный дом, проведаю Марию. А ты вот всегда так. Ну, дай я подержу ее. Хлопчик. Да. Это Валерик, батька. Звали Валериком. Да, теперь везде Валерики пошли. Сыночек, здравствуй. Это ты появился на свет. Ай-яй-яй-яй-яй. Мария, как хорошо, как будто веточка выросла из сердца. И сам как будто я родился заново в 4-й раз. Сыночек мой, кто ты? Товарищи, может, это родился величайший талант, а может, это новый свет от человечества. Ведь у светоча человечества тоже были отцы и матери, и небо звездное было, и любили, и жалели друг друга. Слышите, поет, товарищи? Так это оно плачет. Перестань. Чего ему плакать? Это клич, а не плач. Это он с криком врастает в будущую жизнь. Слышите? Трай-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра, о-по-по-по, о-по-по-по-по, трай-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра, о-по-по-по-по-по-по. Но там оказался грунт мягкий. На сколько? На 9. Надо было 9,70. На 9,70? 9,70. Вот, Николай Александрович, людей не хватает. Да, и мастеров нет. Дайте распоряжение. Нет, это уж вы отвечаете. Вы, так сказать, вождь геодезии, и я буду спрашивать с вас. Да, Греков, 1 минуту. Прекратите шум. Тише, товарищи.
женится на вашей дочери. Кто, когда, ничего не понимаю. Товарищи, не пускайте никого. Да-да. Подождите, вы к кому пришли? К вам. Я работаю в карьере. Вы инженер Грек? Что вам надо? Светлана, ваша дочь? Сергей Михайлович, слушайте, потом. Ну да, я Греков. Выходит за моего мужа, Голика Валерия. Я все сказала ей, всю правду. Да перестаньте же, не время. Я... Одну минутку. Не притворяйтесь. Знаю. Свадьба в клубе сегодня. Сергей Михайлович, я вас почти не слышу, вы слышите меня? Я заболел внезапно. Сейчас ворвалось в мою жизнь нечто такое, что я... Нет, не инфаркт, нет. Безумие скорее среди бела дня. Я вешаю трубку, простите. Вы к прорабу? Да. Посидите, у него совещание. Не так я представлял себе этот приход. Не для того промчался я 150 километров. Казалось, мне вошел я сразу в эту проклятую дверь. Вы к прорабу? Да. Посидите, у него совещание. Выходи! Что это? Сейчас совершится убийство! Батька, что ты делаешь? Алло! Приготовься к смерти! Товарищи! Это не любовь! Клянусь! Это страдание, это стыд и страх, уже не больше! Одну минуту! Он унизил тебя, обманул и бросил! Минуту, подождите, допустим, я действительно, ну разве за это теперь... Ай! Это же не проблема, это драма моего роста. Поймите, я вынужден менять их по восходящей. Что вы делаете, это жестоко! А почему мне не быть жестоким с тобой? На чьи деньги вышел в инженер? И для того ли я проливал свою кровь и 3 сынов потерял под Берлином, чтобы ты, благополучный негодяй, цвет мой потоптал? Откуда? Из каких щелей прошлого ползешь ты в коммунизм, красавец? С мозгом инженера и совестью клопа. Ненавижу. 25 лет не покладал я рук. Здесь все полито моим потом. Ничего не пожалел. Село родное стер с лица земли для нового моря и хату. Я весь порос корнями хлеба, что пронизывает из земли все мое тело. Если мы можем такое учинить друг другу, обмануть, оклеветать, унизить, зачем тогда это море? Зачем нам новые моря? Если в душе у нас не волны морские, а болотная гниль, что ж мне делать с тобой, растлитель дочери моей комсомолки? Вы что-то сказали? А? Нет, я задумался. Где он? Вот штука. Машинка. Стучит, как пулемет. Я начал вспоминать. Войну. Мерещилось всякое. Может быть, можно? Куда? К прорабу. А он ушел? Вы разве не видели? Как ушел? Куда? Спешно вызвали. Поздравить можно? Не понимаю. Женишься? А хотя бы? Не травмируйте меня, не лезьте в мою личную жизнь. Это личная жизнь инженера Грекова и его дочери прежде всего. Вот твое заявление в ЗАГС. Порви сию минуту и забудь. Девятиклассница. Девчонка. Ты что это, нарочно вздумал свести ее отца в могилу? Это моя ошибка. Осечка. И только потому, что Греков самый уважаемый наш инженер, мы оставляем это в тайне. Благодарю. Но кончено. Да. Слово. Ну вот, Игнат Максимович, прошу садиться.
Облетели вы гидростроительство великих рек? Да, почти всех. Что произвело на вас самое сильное впечатление? Угадайте. Ангара. Нет, но грандиозно. Мои мечтают... Нет уж, хватит нам Днепра на 10 лет. Впечатление же самое сильное я пережил в родном селе. Мне предложили пост председателя колхоза. Понимаю вас. Конечно, все это несбыточно. Мы пленники вражды и мирового хаоса. Но слова были сказаны, я согласился в душе и живу уже этим согласием. Голика вызвали. Вы меня звали? Если б ты знал, Голик, как не хотелось мне видеть тебя сегодня. Я могу прийти в другое время. Нет, я не хочу скрывать свои печали от дорогого гостя. Это жизнь. Добро и зло в обнимку. Плохо, Голик. Не понимаю. Хам ты, брат, вот что. Есть немного. Очень много. Но в большом деле гладко не бывает. Возможно, кто-то и хам. Не кто-то, а ты. Народ послал нас сюда на великое дело. Все счастливы. Да. Почему я не вижу счастья на твоем лице? Почему ты груб? Почему ты с женщинами жесток? На тебя столько затрачено государственных средств. Почему ты не интеллигентен? Я интеллигентен. Нет. Я вижу тысячи рабочих интеллигентнее тебя, аристократов духа. Вы ненавидите меня. И поэтому я вам кажусь таким. Нет. Все мои чувства уходят на плотину, на море, на тысячи строителей. Меня еле хватает на это. Но я понимаю, тебя можно ненавидеть. Тебя можно так ненавидеть, Голик. Вы вручали мне переходящее знамя. Коллективу. Да, моему. А родимые пятна уж как-нибудь и живем. Когда? Ну, в коммунизме. Куда хватил? Да. Собирается хамство в коммунизм протащить. Нет, Голик, не примет нас коммунизм. Зачем ты оскорбил инженера Грекова? Я не оскорблял его. Ты хотел жениться на его дочери? Да. Но ты женат 2 раза. У тебя дети от обеих жен. Я это скрыл. Зачем? Так воспитан. Неправда. Я видел, конечно, в этом подлость. Но что это больше и страшнее подлости во много крат, я... Сейчас вы главного не знаете обо мне. И никто не знает. Что можете вы мне... Я сам себя уже покарал. Катерина, если бы можно было вернуться. Нет. И все начать сначала. Все прошло ведь. Ничего не проходит. Честь, клянусь себе жизнью. Если бы стыд и страдания, которые ты мне принес, продиктовала тебе страсть, да такая, что ты ослеп и бросился. Но ты... Это последний разговор наш. Скажи мне, во имя самого, что только есть на свете. Ну чего? Ну моря нашего. Скажу. Ты все сделал по расчету, по плану. Да. Предал. Да. Не от избытка страсти, не от богатства души. От бедности. От малости. Да. До сих пор еще не знаю до конца, почему я такой. Гуси. Это гуси, мама. Да. Дикие? Дикие. Ой, эти дикие гуси высоко летят над хатой. Мы можем их теперь зарезать, батька. Вот вкусно будет. Кого зарезать? Я тебя зарежу, лоботряс. Ну до каких пор? 2 недели кормим. Нечем больше. Они здоровые, посмотри, какие да жирные. Зарежем да продадим. И тебя не стыдно, женщина? Чем торговать упавшими птицами? Ну и что? Гуси-то наши теперь, нам достались. Кто тебе сказал? Ведь это же не охота. Это стихийный случай. Это наше счастье. Какое? Это их бедствие. Мы ж люди.
Вот они смотрят на нас, гляди, с каким доверием. Они ведь понимают, что мы их спасли. А ты что вздумала? Я тебя спрашиваю. Я хочу птицу, тату. Не будет птицы. Нет, будет. Я их кормила. А я сказал, не будет. Ах, вот как. Ну, спасибо. Я тебе никогда не забуду этих гусей, вот по гроб жизни. Я хочу ножку кушать. Что? Какую ножку? Гусиную ножку или крылышки, тату. Нельзя есть крылышек. На крылышках летают. Комедиант. Крылышко пожалел для родных детей. Замолчи. А я их кормила 2 недели, чтобы не повыдохли, чтобы их чума уже забрала. Детей бы постыдилась. Бать! Я тебе дам крылышко, мерзотник. Я тебе покажу. Не тронь детей. Оставь меня в покое. Как я жалею тебя. Как дорога мне твоя сила и свобода отдачи. Когда-то мать нам говорила, лучше давать, чем брать. Сколько ты отдал. Но ты тоже. Пожалуй, даже больше. Ты любишь меня. Да. Хорошо, что мы гусей пожалели. Весна наступает. Разольется Днепр уже навеки. Придет море. Снова летят. Налетіли гуси здалекого краю, скаламутили воду в тихому Дунаю. До свидания. Прощай, Савва Андреевич. Желаю вам добра. Желаю вам добра. Желаю здравствовать и возвышаться. Спасибо. Да. Я не сказал же вам самого главного. Любите землю и труд на земле. Иначе не будет счастья нам и детям нашим ни на какой планете.
Ну вот, мы снова в пути. Прощай. Будь счастлив, город. Я гляжу на уходящие вдаль морские берега и, склонив голову, шепчу всем труженикам нового моря: спасибо за сокровища, которые вы мне подарили, за радость жизни среди вас. Прими мою любовь, народ родной, река великая, и месяц ясный, и берег мой чистый.